Всем героям привет, с вами снова Импреза, и сегодня я вам покажу кузницу, эволюцию точнее, в кузнице у такого персонажа, как Темный Паладин. Кузница у меня прокачана полностью, этим персонажем я играю достаточно часто, особенно вот в Кошмаре я его люблю использовать. И давайте здесь посмотрим, как же здесь все расставлено. Лево, право, лево, почему так? Слева я поставил больше снарядов, потому что, в принципе, этот персонаж, он не про урон. Этот персонаж именно про защиту. То есть нам нужно как можно чаще замораживать врагов благодаря второму уровню кузницы. То есть души у нас имеют шанс в 100% заморозить врагов. Вот эта заморозка в Кошмаре, она достаточно часто нам помогает. Благодаря этой заморозке мы с вами и имеем такую большую выживаемость у этого персонажа. Ну, либо можно, конечно, сделать левую сторону, чтобы выбрать стопроцентный поджиг врагов, нанося 1000% урона, но для меня больше все-таки актуальна именно заморозка на 1 секунду. И здесь с левой стороны у нас идет замедление. Когда у нас вихрь душ запускается, он крутится вокруг персонажа. И этот вихрь у нас пробивает 5 дополнительных целей и замедляет врагов при попадании. Если мы с вами выбираем правую сторону, то у нас удваивается количество снарядов по вихрю. И начинается атака на 360 градусов, то есть в круг, но с меньшим уроном. Здесь я выбрал именно левую сторону, потому что замедление, в принципе, меня достаточно часто выручает. Итак, сейчас у нас стоит стандартный набор для Кошмара, но все самоцветы у меня здесь стоят сейчас именно на фарм. То есть там ключи и монеты. Ну и там, по-моему, 1-2 самоцвета у меня каких-то стоит, не ключи и не монеты. Так, ну давайте попробуем тогда сбегаем 320 уровень Кошмара, последний, да? Попробуем сбегать именно здесь. Он для меня, этот герой, очень такой удобный. Мне, в принципе, комфортно на нем играть. Так, здесь, конечно, не самое удачное начало выбора. Ну, давайте, ладно, будем довольствоваться тем, что есть. Эволюция у нас запускается от книги удвоения. Книжка удвоения, в принципе, она достаточно так часто используется, поэтому наша с вами задача как можно быстрее ее собрать. Сейчас, может быть, в первой волне, конечно, будет немножко скучновато. И, кстати, достаточно красиво вообще, в принципе, все здесь проанимировано у этого персонажа. То есть мне нравится, как вот эти души у него вылетают, нравится за ними следить, смотреть. То есть, в принципе, достаточно такой красивый, приятный, все так интересно сделано, прорисовано. Вот, поэтому в любом случае вы должны это испытать, если у вас будет такая возможность. Кто-то, конечно, скажет, что не рекомендуется этого делать. Ну вот у меня, к примеру, альтернативы никакой нет. У меня этот персонаж достаточно силен. Он у меня неплохо прокачан. Кузница у него полностью открыта. То есть мне в целом это все очень и очень нравится. Набор книг и оружия, в принципе, здесь для меня уже такой достаточно стандартный. Он играет у меня именно от выживаемости, то есть он не подпускает к себе, он не дает к себе подойти. И мы сейчас с вами, когда эволюцию запустим, мы прям четко и хорошо все это дело сможем увидеть. Давайте еще на всякий случай ледяной посох возьмем, чтобы у нас какая-то часть врагов замораживалась еще и сзади. То есть получается, все души, которые они вылетают примерно на 180 градусов. Там в редком случае они летят назад, ну, во время ульты. Но у этого персонажа ульта, она запускается очень-очень медленно. То есть ему, чтобы ее запустить, ему нужно очень много киллов сделать. Но достаточно тяжело это, то есть это не получается. И поэтому приходится вот так вот просто вот убегать, и урона у него достаточно, очень прям, скажем так, мало. Его
катастрофически просто не хватает. Ну а так я играю, у меня стандартно это получается жизнь, броня, плюс там я ставлю область, длительность и удвоение. Палки какие выберу, в целом они не важны, но вот у меня сейчас открыто четвертый уровень кузницы, открыт в магическом вот этом фиолетовом посохе, и когда у него эволюция запускается, выглядит это все достаточно впечатляюще. Сейчас мы с вами до конца волну добежим и постараемся собрать эволюцию именно... Ну давайте мистический посох тоже будем собирать. Сейчас мы постараемся эволюцию собрать для основного оружия, для вот этого вот зеленого клинка, который потом превращается у нас в фиолетовый, и там вообще там просто полный улет происходит. Вокруг него вот эта буря начинает летать, и выглядит это все достаточно красиво. Более чем впечатляюще. Не всегда получается, кстати, собрать, но сейчас постараемся все это дело сделать. Сейчас мы опыта много соберем. Итак, ага, все получится. Вихрь душ запускается у нас. Так, здесь давайте возьмем броню. Здесь возьмем жизнь. Нам еще нужна будет книга длительности. Вот она. Так, и теперь нам надо поймать. Пятый уровень посоха. Так, ну давайте посмотрим. Вот видели, да, как у нас мобы, они к нам бежали, они были достаточно близко, а сейчас вот все, вот вихрь вот этот летает, мобов он вообще к себе не подпускает. Жалко, что на 360 у нас не бьет вот эта зеленая волна от меча, но в принципе ничего в этом страшного нет. Замедление работает, никого к себе не подпускаем. Здесь у нас эволюция прям очень и очень неплохо себя проявляет. Даже если мы будем там как-то разворачиваться и стараться наносить урон, у нас в любом случае будет повышенный урон, так как будет работать статус-эффект по замедлению. Будет расти урон по замедленным врагам. И сейчас, конечно, будет еще интересно запустить эволюцию мистического посоха, и тут будет просто великолепная, красивая такая картина, которую можно будет наблюдать. Очень приятно на нем играть. Я, конечно, играю без вот этих вот эффектов, без вот этой полной анимации, то есть режим видимости у меня включен. Но даже с режимом видимости, в принципе, все это видно, все это хорошо просматривается, и глазам достаточно приятно все это наблюдать и за всем этим смотреть. Так, можем с вами немножко ускориться, чтобы не затягивать этот процесс. Потому что, в принципе, с помощью эволюции уже 100% мы этот уровень пройдем, потому что бегал я уже много-много раз так. Вот чуть-чуть рука соскочила, и с правой стороны мобы немножко выскочили, но ничего страшного в этом нет, потому что темный паладин, он такие ошибки прощает, потому что тот, кто выскакивает ему в лицо, он в принципе сразу автоматически становится замороженным, и никакой абсолютной проблемы в этом нет. Поэтому для прохождения кошмара этот герой для меня, по крайней мере в моем списке, ну не могу сказать, что на первом месте, но в топ-3 он точно заходит. Потому что на первом месте у меня все-таки чернокнижник, который играет от урона, и он просто к себе никого не подпускает. На второе место у меня делят ЦВМ и темный паладин. Сейчас мы с вами луч смерти запустим, и все. И в принципе уже можно будет просто спокойно бежать. Сейчас вы увидите, какое количество вот этих лучей здесь запустится. Это будет нереально огромное количество их. Если сейчас еще в событии открыть капканщика и сделать ему, открыть ему 3-й уровень, ну вот эту глобалку забрать на +1 снаряд, то у нас лучей станет еще больше. То есть все враги, которые под эти лучи попадаются, они у нас автоматически также замедляются, плюс они у нас до самого последнего
уничтожаются, то есть пока не добьет его этот луч, он от него не отстанет. И вот мы видим, да, то, что у нас и вихрь вот этот фиолетовый, и души вот эти летают фиолетовые, плюс очень много вот этого зеленого света. Ну, то есть тут вообще прям насыщенный такой достаточно персонаж в плане анимации, поэтому играть приятно, играть можно. Я считаю, что абсолютно никакой ошибки в этом не будет, то, что вы его прокачаете до 5 звезд в кузнице, естественно. Ну и, соответственно, если у вас никакой альтернативы нет, но открыт темный паладин, то почему бы нет? Ну и вот уже видим, да, то есть это количество мобов уже начинает немножко все здесь притормаживать, но волна закончилась, мобы у нас больше не появляются, поэтому все, сейчас уже должно быть все намного проще. Вот. Стараемся никого к себе не подпускать, можем так вот в наглую, в принципе, на них идти. Конечно, еще плохо то, что героических талантов у нас нету на урон, поэтому вот так. Итак, что здесь у нас? Урона у него, в принципе, нету у этого героя, то есть он у нас играет. У меня, по крайней мере, он играет от защиты, и, как видите, то есть никаких проблем нет, просто пробежал спокойно, никого к себе не подпустил. Сам вот этот его клинок замораживает, вихрь душ замедляет, то есть такая вот недоступная крепость. Плюс у него еще броня достаточно, там неплохой показатель у него есть. Ну, по крайней мере, точно он присутствует. Пробуйте, тестируйте, открывайте. Изучайте, достаточно интересный герой, стоит внимания в любом случае, поэтому желаю вам удачи. Если получится его открыть и прокачать, то я уверен, что вы точно не пожалеете. Всем пока, всем спасибо за просмотр.